Самое интересное, мне еще денег на чай ставили, я тут на полчаса задержался. Крутой клиент. Это тот случай, когда платят много, а ебут мозги мало. В декабре у них будет ивент, и у них персональный концерт будет специально для их компании, для них. У них будет выступать Тейлор Свифт. У меня очень неоднозначное отношение к чаевым. С одной стороны, непонятно, за что ты должен платить, например, в ресторане, когда тебе принесли еду, и ты заплатил за еду, и тебя просят заплатить 20% сверху за то, что тебе ее принесли. А с другой стороны, всегда приятно получать чаевые, какие-то экстра деньги. Я хорошо помню свои первые чаевые, которые я получил на доставке еды, и тогда доставка стоила, наверное, там $5-7, а чаевые были там $3-4. Это было очень приятно, поэтому получать чаевые приятно. А платить чаевые, кажется, за что? И очень часто задают вопрос, а какие самые большие чаевые ты получал? И можно ли найти чаевые, купить iPhone, съездить в отпуск или купить какую-то модную шмотку себе? В этом видео я об этом и расскажу. Еще в этом видео вы увидите мою рабочую неделю фотографа. Мы поговорим с вами про цены, как они формируются здесь, в Америке. И подход этот абсолютно отличается от того, как мы привыкли. И третий момент, который я хочу показать, это чаевые и как они влияют на бизнес. Поэтому подписываемся на канал, ставим лайк, в комментариях пишем, какие самые большие чаевые вы получали и как вы вообще к ним относитесь. Погнали! Сегодня у меня необычная съемка, захотелось калифорнийских видов и пришлось ехать 3 часа на машине, чтобы сделать фотосъемку предложения руки и сердца, либо, как я говорю, пропозала. И это городок Монток называется, самая восточная точка Лонг-Айленда, там стоит маяк, вот я его отсюда вижу. Туманно сегодня, хорошо, что нет дождя. Дождь был ночью, наверное, и вчера, потому что здесь все такое мокрое, сырое. Утес вот этот вот, обрывистый берег, он тоже такой смытый, прям я вижу, куски поотваливались, видимо, сильный дождь был. Выглядит это все очень прикольно, потому что, Нью-Йорк не может похвастаться пейзажами на океане. Обычный пляж, обычный берег. А здесь именно обрывистые берега, такие как Калифорния. И здесь еще серферы тусуются. Вот я вижу, они там барахтаются. Сюда можно добраться на машине 3 часа от Бруклина, от Манхэттена, там 3:20, если бы в пробках ехать. Либо на поезде тоже с Манхэттена, либо из Бруклина можно доехать до сюда. Тоже примерно где-то 2,5-3 часа займет эта поездка. Но место реально прикольное. Здесь такой вайб. На чили, на расслабоне, здесь дорогущая недвижимость, чтобы вот посмотреть, как богатые люди живут, потому что я ехал через деревню, и там магазин есть Прада, Луи Вуттон, и люди здесь живут, кайфуют. Маленькие аэропортики здесь есть, куда чартеры прилетают, и я открыл Flight Radar 24, и на этот аэродром прилетел из Коннектикута, то есть там лететь 30 минут, наверное, там богатые люди живут, а здесь у них, видимо, дачи, и летают на них на своих самолетах. Причем это не кукурузник, а именно такой реактивный самолет. Мы уже месяц, наверное, договариваемся об этой съемке. Она переносилась, теперь вернулась опять на понедельник. Ехать на самом деле далеко, и цену поставил, кажется, дешевую. $600 всего-то, а потрачу на это весь день. 3 часа в одну сторону, 3 часа в другую, еще где-то поесть. Место прикольное. Вот мне нравится здесь. Я потусуюсь еще немножко, а потом они уже приедут. Я сфотографирую, и потом они уедут, и я еще потусуюсь. Кстати, взял с собой сегодня пленочную камеру. Купил Canon N3, по-моему, называется. И как раз мне сегодня звонила женщина, она взяла визитку у меня на мероприятии. Говорит, продает Nikon F3, по-моему, пленочная камера у нее, такая же, аналог, Canon. Вот не знаю, купить у нее или не купить. Из магазина даже вот бэушную технику покупать прикольнее, потому что они ее там проверили, если что, можно вернуть. А тут купишь с рук и работать не будет, хрен ты уже что вернешь. Иду на спот, на место, там, где будет предложение, посмотрю, как там красиво, должен быть маяк виден, и буду ждать пару. А вы пока видами наслаждайтесь. Когда я просматривал исходные материалы этого видео, я задумался об этих странных круглых объектах и их предназначении. И, естественно, полез в Google разбираться, что же это на самом деле такое. Как оказалось, все очень интересно. И конспирологи уже давно нашли ответ на этот вопрос. В 1992 году в свет вышла книга Престона Николса «Проект Монток. Эксперименты со временем», в которой рассказывалось, что правительство США использовало данную территорию для проведения экспериментов, связанных с перемещением во времени и телекинезом. А в ходе этих испытаний им даже
удалось нарушить пространственно-временной континуум. Как и все теории заговора, это оказалось ничем не подкреплено. И на самом деле вся эта территория является бывшей военной базой военно-воздушных сил США, которая была заброшена в связи с окончанием холодной войны с Советским Союзом. Тем не менее, легенды оказались настолько популярными, что на основе книги был снят сериал «Очень странные дела». Как по мне, это отличный пример того, как из вполне обычного объекта сделать настоящую туристическую достопримечательность. Кто кого заприметил, я их или они меня? Оп, еще один. И зайчик сидит. Видите зайчика, нет? Через сколько они все в рассыпную бросятся? Кто первый побежит? Заяц или олени? Стоят, ждут чего-то. Не боятся. Привыкли к людям, наверное. Ну вот. Решили спрятаться в кустах. И заяц тоже. Но эти бетонные сооружения реально какая-то военная тема. Может, тут какие-то зенитки стояли когда-нибудь? Или ракеты какие-нибудь? Вот он я. Стою, вижу себя. Придет пара, он мне написал только что смс-очку, что будет здесь через 2 минуты. Я обвешанный сумками, немножко спрячусь там за кустом. Они придут оттуда, вот так вот. И где-то здесь он сделает предложение. Я буду это все снимать. Надеюсь, на 70-200 мне удастся снять хорошие кадры. Ну, короче, вот, снял предложение. А она сразу поняла, когда она пришла, уже, в принципе, нарядных, кто ездит нарядными в такие места? Ну, конечно же, никто не ездит, вот. Поэтому и она как бы сразу прочухала в платье в белом, на каблуках. Поэтому что мы сюда приехали? На океан смотреть? Да нет, специально все было продумано, обговорено заранее, поэтому с таких настоящих сюрприз-пропозалов их не очень много. It was a surprise, but I did see it coming. Like there was like a few hints that gave it away, but it was a surprise. Because when he started driving, like I could tell he was like a little nervous. And when we got here, because he said we were going out to lunch, so when he drove here instead, I knew it. I had a feeling. And then when I saw you hiding over there, I knew it. Okay, No. we actually never been here, but I know that she she likes this type of scenery and everything. Yeah. So I just felt when I seen the way that this looked, I felt like it would be the perfect location to do it. Extremely excited about this new chapter in our life, and like I said, there's nobody else I'd rather be spending it with. So I got everything that I need. I feel the same way. Почти закончил снимать с пары, еще одну позу сделаем. Там вот чувачок одевает обувь, вот они здесь. Место прикольное, кайф. Еще вот эта дымка смягчает свет. Сейчас солнце выглянуло, но вообще очень кайфово. Мне очень нравится снимать возле воды, на пляжах. Еще этот пейзаж, вот этот вот обрывистые берега, прям волны здесь мощные такие, очень круто. Много времени тратим на то, чтобы перемещаться с одного места на другое, но я думаю, что фотки получатся великолепные. Мне очень нравится. Если хотите больше подробностей про это место, то я об этом писал в телеграм-канале в своем. Ссылка на него будет в первом закрепленном комментарии. Приходите туда, там я скину все явки, пароли, посмотрите, где это место, как до сюда добраться, что здесь делать, на что смотреть, где купаться, а где не парковаться, потому что здесь с парковкой проблемы и могут выписать штраф буквально в 3 секунды. Я уже здесь не первый раз возле этого маяка. На самом деле ничего интересного. Приезжаешь, просто маяк. На фоне, на фотографиях он смотрится прикольно, но подходить к нему близко вообще не имеет смысла, потому что, вверх смотришь и все, а вокруг тебя вода. Поэтому, если будете здесь, можете не ехать к маяку, там музея никакого нету. Ну, точнее, он есть, но что вы там увидите? Ничего интересного. А на фоне он смотрится прикольно. Вот с того локейшна предыдущего, где я был, отличный вид открывается. Но зато здесь можно почилить. Вот тут вот есть парк, можно посидеть, просто отдохнуть. Что серферы и делают. Они здесь тусуются очень часто. Перед тем, как поговорить о чаевых, я расскажу, как мое отношение к формированию цены поменялось в Америке здесь, да. То есть, если в Беларуси я формировал цену, это был какой-то среднерыночный минимальный чек, который получали фотографы, например, $50-70 в час, или там одна часовая съемка стоила $100. И в процессе развития ты как бы мог там повышать цену, просто смотря на то, какая у тебя загрузка. Здесь же я начал смотреть на цену по-другому. Во-первых, потому что я начал
работать фотографом за минимальный прайс. И я начал поднимать цену по своей схеме, что у тебя много заказов, ты уже все брать не можешь, поэтому поднимаешь цену. Но вместе с ценой растет и стоимость рекламы, потому что не все начинают соглашаться. Но здесь, общаясь с американскими фотографами и читая разные форумы, я увидел, что они формируют цену по-другому. Ты отталкиваешься от того, сколько тебе денег нужно на жизнь. Например, тебе нужно 5000 в месяц. Окей, сколько съемок ты можешь сделать в месяц? 4 съемки. Окей, значит, ты делишь 5000 на 4, у тебя получается 1250, значит, одна твоя фотосъемка должна стоить 1250. Вот и вся арифметика. Естественно, 1250 для начала это очень много, и нужно смотреть более реалистично на вещи и выставить, например, $600. Значит, 8 съемок нужно сделать по $600. И отсюда отталкиваемся от того, что нужно упаковать красивый Инстаграм, веб-сайт и все остальное, и выставить свою цену в $600. Вот. Не знаю, какой путь лучше, как по мне, первый, не тот, который вот в Америке мне предлагали, да, потому что, можно сидеть без заказов и ждать, пока придет твой клиент за $600, чтобы заработать 5000. Поэтому я предлагаю придерживаться такой стратегии, как и я. Увеличивать цену, когда уже реально понимаешь, что много съемок. Сегодня у меня 2 фотосъемки. И это такой день непростой, потому что они большие, длинные, надо в Сити ехать на машине. Первая фотосъемка — это хедшоты. С 9:45 до часа примерно буду фотографировать, а вторая, начиная с 2 и до 9 вечера, большая презентация китайского проектора. У них что-то новенькое, новинка какая-то, нигде нет пока еще информации, все засекречено. Я подписывал все NDA. Я работал в прошлом году с этой компанией у них на презентации проектора. После этого я купил себе проектор. Офигенный. Мне очень нравится смотреть кино дома, поэтому поехали, покажу, как это все происходит. В силу того, что я везу с собой сегодня огромное количество оборудования, потому что у меня хедшоты, и там надо 3 стойки, 3 вспышки, и еще на второе мероприятие 2 камеры, софтбокс, и тоже, возможно, потребуются вспышки. Меня спрашивают, почему ты не ездишь на метро? Неудобно это все на себе тащить на горбу. То есть вначале, когда я только начинал здесь фотографировать, я экономил каждый $1, и проще было сесть на метро, заплатить $2.60 и ехать на метро, тащить на горбу все это там. Сейчас я не готов на это, потому что, нужно быть в рубашке, в брюках, туфли, с чемоданом, с этим прешься, потом меняешь локацию, и поэтому проще поехать на машине, спокойнее для психики, и физически не так устаешь, да, поэтому я заказал себе уже парковку, она стоила $24 с 9 утра до 10 вечера. Как это выглядит парковка, я покажу еще. Вот такой вот гараж, тут сегодня битком просто. Я вот только заехал, да, за мной никого нет. Тут машины стоят в очереди, самое время. И там стоят люди, забирают. По ценам, вот вы можете видеть, цена за 1 час тут $36. И все, иду на 5-ю авеню к себе на работу, скажем так, обвешанный сумками. Hello. I'm Eugene, photographer. Как всегда, снимать и двигаться, перемещаться в пространстве очень сложно, поэтому я уже внутри, потом покажу, как это выглядит все снаружи, как выглядит это офисное пространство, потому что, я думаю, интересно, и что тут видно из окна, потому что это 5-я авеню, 530-й билдинг, это район 38-й улицы, не так далеко до Таймс-сквера, не так далеко до Централ-парка, то есть это прям самый центральный такой район. Судя по пространству, здесь достаточно успешные фирмы, потому что, выглядит все так приятно, все новенькое. Пока что у меня есть небольшой перерыв. У меня такой сетап. Тут зонт со вспышкой, там фон стоит, и вспышка одна на контровой. И вот здесь такой лайфхак. Листы бумаги я кладу на стол, чтобы не было желтого рефлекса, и, в принципе, снизу подбородок подсвечивало. Всем, кому этот лайфхак был полезен, жду донаты. Здесь можно взять кофе. Здесь люди работают. Поднимаешься на 9-й этаж, и между этажами еще есть лестница. Здесь такой open space. Зачастую тут, видимо, конференции проходят всякие. Вид из окна. Снизу у нас 5-я авеню. С обратной стороны здесь тоже красиво. Я закончил съемку.
здесь не будет видео, как я фотографирую, потому что у меня тупо на это не хватило немножко времени, да, чтобы настроиться. Я сфотографировал 21 человека за 3 часа, 1800, по-моему, будет за 20 человек. Лучше, конечно, работать на длинных съемках. Часовые съемки — это вообще самое ужасное, что можно придумать, потому что ты на них дольше добираешься, чем фотографируешь. Вот так вот выглядит мой комплект оборудования. 3 стойки, фон, рюкзак с камерой, там, по-моему, 3 объектива и вспышки. И люди удивляются, откуда ты это все достал? Как ты это все на себе принес? А я удивляюсь, как я это все на себе дотащил, потому что, весит это все нормально. На самом деле не очень удобно даже минимальный набор какой-то на себе нести и снимать. Вот этот вот шлейка с плеча падает, фон надо в руке нести. Одни страдания от этой работы. Ехать мне приходится по 5-й авеню, вот это вот здание, где я был. В принципе, самая загруженная авеню, наверное, в городе из-за человеческого трафика и машин, потому что, все хотят быть на 5-й авеню, и здесь огромное количество туристических мест. Не самая простая улица, но за 12 минут мне пишет, что я доеду до следующей точки. Но получается, за 2 парковки я сегодня потратил $50. И, в принципе, не так много. И получается, что сейчас я еду на следующую съемку, у меня перерыв час, в который я должен добраться с одного места до другого, и у меня нету обеда. Надеюсь, что меня покормят на следующей площадке, и у меня есть немного снеков с собой. И там я уже буду до 9 вечера. А пока что едем. Справа у нас здесь находится библиотека, красивая библиотека Нью-Йорка. Это старое здание, одно из таких, наверное, самых красивых зданий в городе. Слева находится новое здание библиотеки, видите, оно с красными флагами, и там сверху есть руфтоп, на который можно подняться. Оттуда открывается очень необычный вид, и это такое непопулярное место, но я бы рекомендовал туристам, которые бывают в Нью-Йорке, сходить туда. Люков очень много на дороге, и они просто вот ставят здесь свои флажочки и начинают там копаться, да, перекрывая несколько полос, как в одну сторону, так и в другую. И приходится машинам, автобусам объезжать. Это все, что создает трафик. А таких ремонтов на дорогах очень много, потому что Нью-Йорк — старый город, здесь коммуникации все древние. Все это перекрывает дороги, конечно. Я уже пришел на площадку работать. Вот этот вот магазин, в котором я буду, видите, написано XGME. Это компания, которая производит проекторы, и проектор, в который я уже себе купил. Я рассказывал в одном из своих видео, трачу деньги на ерунду, ссылка на него вот здесь, что это прикольный проектор. И стоил он $1650. Плюс мне скидку дали на него, по-моему, и доставка была бесплатной. И таксы с него я не платил. Пойдем покажу, что там внутри. Камеру я с собой возьму. Вот здесь вход, и понятное дело, что сразу стоят изображения с проекторов. Вот здесь вот справа будет фотобудка, пока ее еще не запустили и не настроили. И дальше у нас по кругу различные комнаты с проекторами, которые что-то где-то показывают. Здесь вот основной зал, где будет проходить презентация. Стоит отметить, что я не так часто бываю здесь на ивентах крутых, да, но этот сделан хорошо. Покрасили красиво, шары вот эти вот висят. Да, вот здесь у них комнаты с проекторами. Можно все посмотреть, потрогать. Да, причем есть прикольные проекторы, и, наверное, вот это будет мой следующий. Я не знаю, он выглядит очень ярким, а проектор вот стоит здесь снизу. То есть он проецирует изображение вот отсюда. Возле стены можно ставить. Это вообще прикольно. Здесь еще будет 2-й этаж. Вот у нас 2-й этаж. Красивая мебель старая. Рояль или фортепиано. И терраса здесь прикольная. Вот здесь будет прикольно потусить. Я думаю, все люди будут стоять здесь. Есть и пить. А вот там вот снизу зал. Шары. И сбоку строят еще один небоскреб, пожалуйста. То есть такое вот ивент-пространство. Кто-то еще сдает свою квартиру, судя по всему. Здесь будет ивент, здесь буду я, уже хожу понемножку, фотографирую. С результатами я уже выйду немножко позже. Здесь ничего необычного, просто съемка репортажа.
Мероприятие подошло к концу. Осталось совсем чуть-чуть, тут 10-15 минут, и я уже тоже заканчиваю свою работу. Ничего особенного здесь не было. Блин, свет какой-то странный, да? Я уже всех сфотографировал. Людей здесь немного. Поснимал видео, походил, покрутил. Осталось только все обработать, отправить и наслаждаться жизнью. По цене 2400, если мне память не изменяет. Это нормальная цена для хороших ивентов. Обычные люди, не компании, могут тоже платить хорошие цены за ивенты. В среднем это там $300 в час. А так корпорации 400, 500, 600 уже в зависимости от уровня фотографа, от размера компании, от личного бренда и все такое. Если кто-то живет в Америке, не дешевите со съемками, потому что очень много людей пишут мне, говорят, что, блин, такие высокие цены, бла-бла-бла. Невысокие. В Нью-Йорке за ивент вообще минимальная цена, с которой нужно стартовать, это 250 час. А за часовую съемку, так, наверное, вообще $350 в час. Это без учета того, что вы тратите деньги на рекламу. Тогда на это можно будет зарабатывать. В других случаях, увы, 250 это вообще себестоимость. Так что удачи! Ну что, быстренько рассказываю, что происходит. Я сегодня снимаю опять крещение польского ребенка, польская семья. Я снимал крещение у ее сестры, ребенка ее сестры. Да. И вот девушка написала мне: разговаривают все по-польски, хорошо, что я учил польский и понимаю, о чем говорят. Говорить мне сложно. И была такая ситуация, когда он что-то говорит обо мне, я не слушал, и она говорит: пан муе по-польски. Я такой: да, я могу понимать, но не все, конечно же, и трохи мувим. И вот я в таком прикольном районе нахожусь, здесь дорогие дома, у них новый ремонт дома. Короче, Лонг-Айленд в полной красе. Я так глянул, даже по ценам дом такой стоит 600 тысяч. И какое количество машин стоит возле этих домов. Ну и дальше мы едем в церковь. В церкви я снимаю опять крещение, там с родственниками, с друзьями фотографировать, с ребенком. И потом поеду дальше на следующую съемку. Еще одна польская церковь в моей коллекции. Вот она такая небольшая, рядышком есть садик. Большое польское комьюнити, конечно, живет в Америке, в Нью-Йорке, в Чикаго. Для поляков самые популярные типы съемок — это крестины и свадьбы, по-моему. Ну и опять же, у них дома очень много висело фотографий семейных. Крещения закончились, сейчас мне ехать нужно совершенно в другую часть штата Нью-Йорк. 1:43 с Лонг-Айленда до Бетфорда. 64 мили, это около, наверное, 100 километров. По поводу этой съемки, церемония крещения. Ничего сложного, оказывается, она сестра девушки, которую я уже снимал. Крещение — это тоже польская церемония, поляки. По цене 700 плюс чаевые 50. Клиентов, которые ко мне уже приходили, либо приходят по рекомендации на ивенты. Я не задираю цену, скидываю, условно говоря, на стоимость лида, где-то на 100 могу сделать дешевле. Но постепенно мои цены поднимаются, и для новых клиентов цены уже будут выше. Сегодня у меня церемония, и смотрите, в какой прикольный район я приехал. Тут дома с заборами, давно я такого не видел, огороженный. Ну, конечно, все очень богато, красиво. Церемония будет проходить возле бассейна, вот там. Дом здесь, конечно, шикарный. Очень много пространства, огромный участок, огромные террасы. Прям вообще кайф. Смогу использовать, конечно, все свои объективы и 70-200, и 24-70, и 50, 85, и 35. Главное не упасть в бассейн. А свадьба у нас будет однополая, поэтому весь свой гомофобский хейт прошу оставить при себе. Посмотрим на толерантность моих подписчиков. К церемонии уже все готово, осталось дождаться гостей, которые прибудут с минуты на минуту, и потом будет небольшая тусовка, наверное, пока они все тут соберутся, постоят и рассядутся. Это минут еще 30-40, и начнется церемония. Парни спустятся, произнесут клятвы, и их поженят, а я это все буду фотографировать. Видео, наверное, не успею еще снимать, но фоточки точно будут, и их покажу. В работе фотографа это не обязательная часть, да, я не требую ни от кого чаевых и не жду их, я просто делаю чуть-чуть больше, чем от меня ждут. Я могу скинуть видео сразу после фотосъемки, я могу отправить там немного больше фотографий, и некоторые люди сами потом после фотосъемки, после того, как получают фотографии, скидывают чаевые там на телефон, например. Поэтому делайте чуть-чуть больше, и у вас
вас будет движение вперед, и клиенты будут к вам возвращаться. Это однозначно. Кстати, еще у меня появилась одна идея. Если вы хотите развиваться как фотограф, хотите зарабатывать больше денег, либо делать больше каких-то творческих проектов, либо, в принципе, расти именно в фотографии или даже в видео, то я бы хотел сделать интенсив, например, на 3 месяца, где мы будем встречаться раз в 2 недели, обсуждать вопросы какие-то и вместе развиваться, расти. Если вам это интересно, то подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылку на него вы можете найти в первом комментарии. И дальше я попробую запустить эту тему и набрать группу из 5-6 человек, и мы двинемся дальше в развитии. Поэтому подписывайтесь, ждите новых объявлений. Воскресенье в Нью-Йорке выглядит вот так, и я нахожусь на Вест-Сайд этого города замечательного. Машин вообще немного. Мне нужно идти в Централ Парк, у меня скоро съемка. У меня эта неделя выдалась насыщенной, еще перед этим была поездка в Чикаго, и каждый день что-то со мной происходит, куда-то что-то движется, и, честно говоря, я уже устал. Еще у меня вот сейчас будет съемка, а потом еще 2, а больше всего у меня было съемок 21 день подряд, у меня каждый день была как минимум 1 фотосъемка, а иногда и 3, и 4. Такой вот марафон своеобразный. Но сейчас я не хочу это все повторять, хочется поднимать свои цены, чтобы работать меньше, а зарабатывать больше. Еще в Центральном парке можно вот покататься на лошадях в этих телегах. Мне кажется, это негуманное развлечение. Насколько можно уже животных эксплуатировать? Это определенная компания какая-то, и, скорее всего, их кто-то крышует, даже, может быть, в Центральном парке. Потому что противников того, что здесь используют лошадей, очень много. И был случай, что лошадь упала в начале парка, и ее там пожарные из бронзбойтов поливали, потеряла сознание. Ну, я даже не знаю, выжила она там или нет, но зоозащитникам не нравится то, что здесь используют животных, они протестуют против этого. Я бы тоже запретил катание на лошадях в Центральном парке. Я как-то в одном из своих видео спрашивал, почему днем работают фонари в парке. Мне сказали, чтобы видеть, какие лампочки перегорели и какие нужно поменять. Я все еще жду свою пару, они опаздывают уже на 20 минут, а у меня там дальше время впритык, поэтому на чили не получится. И потом мне быстренько нужно ехать в другой локейшн. За 1:30 нужно успеть. Все очень впритык. Вот начинается гонка, короче. Я, короче, злюсь и козлю, когда люди опаздывают на фотосъемки, но потом приходит такая милая пара, 2 девочки, которые просто топят мое сердце, мое сердечко, и я не могу злиться на них. И все, задержался на 15 минут. Сейчас быстренько побегу к машине и поеду дальше. Мне нравятся такие пары, они вообще легкие, свободные, хотя им сложно было фотографироваться, потому что это их первый опыт, но раскрутились. Фотки будут прикольные, мне нравится. Я отработал все свои места, уже знакомые. Это как бы удобно, когда, да, пара жмется, я тороплюсь. Просто все, что знаешь, все делаешь, а потом уже как пойдет. Дальше летим к океану. Там 2 семейные съемки, по-моему, такие достаточно простые, ничего сложного, но должно быть интересно. Так как я еще с утра ничего не ел, а на часах уже почти 4 часа, то я решил остановиться и поесть. Тут вот за $10 предлагают шашлычок и соду за $10. И тут еще есть рядом попугайчики, на которых можно посмотреть. Люди из Гватемалы вот так вот ставят палатку на парковке и продают еду. Сейчас возьму, перекушу и побегу дальше фотографировать. Прошла обычная фотосъемка, семейная. Какие особенности у нее могут быть? Тяжело работать с группой людей, 14 человек. Все смотрят на тебя и ждут, когда ты начнешь их организовывать и говорить им, что делать, потому что они сами не организовываются и не знают, что делать. Поэтому приходится говорить, давайте, типа, group family, сначала всей семьей, потом отдельно семьи, потом какими-то комбинациями различными сделаем отдельно детей, и потом я отдельно делаю там какие-то candid фотографии, такие случайные, как это назвать? Случайная фотография. Я уже не знаю, как это называется по-русски, но
знаю, как это на английском candid shot, но на английском ты, когда переводишь candid shot, это какой-то обнаженный получается. Мы называем это репортажкой, наверное. Такие съемки обычно стоят дорого, мне кажется. Они должны стоить, ну, долларов 600, 700, 800. Короче, $500 заплатили, и хорошо, поехали дальше. Приехал на последнюю сегодняшнюю съемку. Это опять океан, опять тут красота. Вот такие вот дома. Это Джерси Шор, побережье Нью-Джерси. Люди любят сюда приезжать из разных штатов, разных городов, встречаются здесь и тусят. Пойдем посмотрим, какой пляж. И там опять будет семейная съемка. Пофотографирую семью и потом меня сними, как я ухожу. Не шишки эти, Настя. Пляжи здесь, конечно, красивые, очень красиво. Дюны, заборчики эти все организовано, и дома на пляже. Тоже надо снять, показать, как это выглядит. Вон в ту сторону сними. Самое интересное, как люди здесь отдыхают на пляжах. Ровно до 6 часов они все здесь сидят еще. Как только 6, видимо, становится холоднее, и время движется к ужину, все просто уходят, и остаются единицы. Но людей вообще нету, вообще никого нет. Но красиво. Closer to each other. Ага. Это была прям моя семья, вот настроение, муд, все веселые, очень все по кайфу. И сейчас еще поеду, закажу себе что-нибудь вкусное, съем это и просто вообще кайф. Океан, вот это вот мое место, я очень люблю здесь работать, люблю снимать. Я бы вот тут жил бы и снимал, я не знаю, ну сколько тут надо съемок? 10 съемок в месяц, и вообще можно по кайфам жить. Но зимой тут делать нефиг вообще. Тут людей не будет, тут будет ветер, холод, снег, лед, тоска, грусть. В Нью-Йорке особая атмосфера утром, такая же, наверное, особая, как и в любом другом городе ранним утром. Люди спешат на работу, еще не загруженный город, не перегружен трафиком. И атмосфера вот этого вот утреннего кофе, какого-то такого торопления на работу, вот это вот все. Я раньше считал, что я не утренний человек, а теперь я люблю утро. Мне нравится вставать рано, мне нравится ездить рано, смотреть вот на город. Когда он куда-то идет, торопится, все собираются на работу, и нету каких-то туристов, праздно шатающихся людей, все пределы. И такая какая-то пустота есть в городе еще, нету трафика сильного, нету огромного количества курьеров. Рекомендую гулять по туристическим городам, по туристическим местам по утрам, 7-8 утра, перед тем, как открывается все. Там самый кайф. Сегодня я работаю в пентхаусе. Тут просто корпоративный ивент. Ребята собрались поработать, конференцию сделать. Все они работают в апстейте, удаленно, в разных местах, поэтому им надо где-то собраться и обсудить дела. И они выбрали гостиницу и выбрали пентхаус. И в пентхаусе у них сегодня будет тусовка. Тут готовится еда, у них будет конференция. Я вам немножко покажу, как это все выглядит внутри. Людей, конечно же, я показывать не буду, но покажу пентхаус на 77-й улице в Нью-Йорке. Так, ну это одна из больших комнат. Вот здесь огромная ванна, огромная комната, в принципе. Вот здесь кухня есть. Здесь готовится завтрак. Ну и, конечно же, виды из окна на Нью-Йорк. Опять же, таких из туристических мест ни видов не увидишь. Вот эта комнатка для обслуги. Кровать. А тут туалет. А тут мой рюкзак. С этой стороны тоже, смотрите, есть прикольные террасы. Вот это вот большая терраса. Вот тут снизу есть терраса. Круто жить в таких билдингах, в которых организовано проживание, досуг. А вот здесь рядом сразу же Централ Парк. Один блок буквально. И тоже вот какие-то апартаменты тут с озеленением на крыше. И вид вот туда вот, на Центральный парк. Это музей рядом. Место просто топовое. Получается, в этом пентхаусе около 4 больших спальных комнат и несколько маленьких. Огромные гардеробы, то есть можно приехать сюда жить. Ванные какие красивые.
Это что такое? Ванна с окном. У меня в Бэй-Ридже тоже ванна с окном, так что это недалеко уехали. Думаю, что стоит все это очень дорого. Основная комната, в которой будет проходить мероприятие, конференция, корпоративный ивент, вот такая вот огромная. Прикол еще в том, что здесь высокий потолок. Фактически двойной свет это называется. Тут есть еще второй этаж с комнатой отдыха, большим зеркалом, с диваном, телевизором и, самое интересное, выходом на крышу. Тут есть какие-то шезлонги, можно сидеть отдыхать. Ну и виды на Нью-Йорк, как всегда. Пока что ребята там развлекаются, у них просто движуха, нету никаких ни выступлений, никаких тренингов, ничего. Они просто собрались, видимо, из разных офисов и общаются в преддверии новых проектов, чтобы наладить какую-то коммуникацию личную, да, потому что все работают на удаленке, чтобы больше познакомиться, пообщаться. Пьют уже мимозу с самого утра. Короче, все у них начали на расслабоне. Как я говорю, в Америке никто не работает, все занимаются любимым делом. Даже вот эти вот ребята на крыше. А пока что я хожу, расслабляюсь, заглядываю в окна, смотрю на Центральный парк и наслаждаюсь жизнью, чего я вам советую. Короче, я закончил уже снимать, на полчаса дольше задержался, и у меня как бы немножко эмоции меня переполняют, потому что что? Ребята, вообще компания, это просто бомба какая-то. Мне пишут, что, бля, где ты эти цены находишь, $400 съемка, это уже все туда ехали. Я сам начинаю думать, ну, наверное, это дорого. А сегодня я снимал ивент, и он стоит 1800, мы посчитали, по $300 в час. Для меня это как бы цена невысокая за репортаж, но как бы и не маленькая, это уже выше среднего. Понятно, что можно и дороже снимать. Мне заплатили 2000, я остался на полчаса дольше. И как бы ничего особенного. Люди 6 часов просто сидят и просто болтают. И как бы в конце ко мне подходит один из директоров, мужчина большой, высокий, взрослый, лет 55, ему, наверное, говорит, мы там благодарим тебя за работу, ты замечательно работаешь. Я ничего не делаю сверхъестественного. Но вот они благодарят и говорят, он такой говорит, хорошо, давай мы там твой номер телефона еще запишем, удостоверимся, что он есть, записывает номер и говорит спасибо, берет мою руку и вкладывает мне туда еще деньги. Типа, еще, говорит, немножко тебе благодарности. И по ощущениям я чувствую, что там, ну, если там 20, ну там, ну как бы в этой пачке денег, ну $200, да, я такой, ну в карман положил, я ж не буду пересчитывать, стоять, смотреть перед ним. Стою с ним, общаюсь дальше. Он говорит, короче, у нас много ивентов, если ты вот хочешь, там, мы можем с тобой работать, там, бла-бла-бла. Я уже в такие штуки не верю, да. Я буду рад, если они вернутся, если это действительно будет так. Он говорит, тебе не говорили, да, в декабре, говорит, у нас будет концерт, у нас персональный концерт будет только для нас. Это будет Тейлор Свифт. Я такой... Ну, окей, класс, вау. Ну, как бы я понимаю, что Тейлор Свифт это, ну, типа, ну, типа, это, сейчас это просто недоступно. Это будет концерт для их компаний. Хотите узнать, правду ли говорил мне этот человек? Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, и мы узнаем, буду ли я снимать в декабре Тейлор Свифт концерт для компании какой-то, не знаю какой, потому что мне нельзя рассказывать, что это за компания, или нет. Это рекордные мои чаевые, которые я достал из кармана, посмотрел, а там лежит 1000. Съемка 1800, чаевые 200 и еще чаевые 1000. Я не знаю, в каком мире я живу. Это зарплата в Беларуси за 3 месяца, наверное, какого-нибудь работника государственного учреждения. Я все еще нахожусь в сериале, я все еще нахожусь в кино. Меня очень воодушевляют такие истории, такие люди, потому что с ними общаешься, и у них совершенно какая-то другая энергия. Это то поле, в которое я двигаюсь. И я взялся за фотографию здесь, чтобы налаживать контакты, чтобы общаться с людьми. И сейчас мне гораздо легче после 3 лет пребывания здесь, потому что я понимаю, что они говорят. Я могу шутить, я могу общаться. Все это очень интересно. Все это продолжается дальше. Оставайтесь со мной, поддерживайте. Хотите донейшн заплатить? Расскажите об этом в комментариях. Я сделаю вариант, куда платить донейшн. Я получал самые большие чаевые, это $1000. И это было
вообще неожиданно, это реально очень большая сумма. Потому что в среднем мне дают там $100. И это бывает, ну, хорошо, если раз в неделю. Но в Америке чаевые это норма. Но вот это реально немножко, ну, как бы сбивает с мысли и с понимания. Блин, ты выставляешь за съемку там, 1800, и тебе еще чаевых дают 1000. Как это вообще возможно? И почему они дают 1000? И очень много вещей психологических триггерится. Например, а достоин ли я этих денег? Блин, а я, может быть, должен сделать что-то еще этим людям? И как будто бы опять спадаем в синдром самозванца. Про синдром самозванца я уже записывал видео, вот его можно посмотреть по ссылочке здесь вверху. Но на самом деле всегда достоин этих денег. Люди дают свою благодарность. И я все еще жду концерт Тейлор Свифт. Если вы хотите узнать, попаду я на него и буду ли я там снимать, то подписывайтесь на канал и следите за обновлениями.